Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Зима в Якутии — это не просто время года. Это физическая стена. В феврале мороз опустился до минус 58 градусов Цельсия, превращая воздух в густой, обжигающий легкий кисель. 75-летняя Уйгуна знала этот холод как старого, коварного врага. Ее предки верили, что в такие дни само дыхание превращается в шепот звезд, ледяные кристаллы, которые с тихим звоном падают на снег. Уйгуна возвращалась из соседнего поселения, находящегося в 10 километрах. В ее санях, которые она упрямо тянула сама, лежали скудные запаи. Мешок муки, соли и немного керосина. Метель началась внезапно, стерев границу между небом и землей. Она уже почти дошла до кромки леса, за которой стояла ее одинокая изба, когда ветер донес странный звук. Это не был вой волка или треск мерзлого дерева. Это был тонкий вибрирующий плач, полный отчаяния. Уйгуна остановилась. Разум шептал: «Иди дальше. Остановишься. Замерзнешь». Но сердце, закаленное десятилетиями одиночества, не позволило. Она свернула с тропы, проваливаясь в сугробы по пояс. Звук привел ее к старому охотничьему схрону, глубокой яме, края которой обледенели и превратились в зеркальную ловушку. На дне, свернувшись в дрожащий серый комок, лежал он, Аяра, молодой снежный барс, призрачная кошка гор, которая каким-то чудом оказалась так далеко на севере. Его мех был покрыт инеем, а золотистые глаза, полные первобытного ужаса, медленно закрывались. Вытащить зверя весом в 30 килограммов для 75-летней женщины было задачей почти невозможной. Но Уйгуна была дочерью тайги. Она развязала кожаные ремни своих саней, связала их воедино и, закрепив один конец за ствол старой лиственницы, спустилась вниз. Ее пальцы онемели, лицо покрылось ледяной коркой, но она сумела обернуть детеныша в свой тяжелый тулуп. С нечеловеческим усилием, обдирая руки о лед, она вытащила его на поверхность. Дома, в тесной бревенчатой избе, единственным источником жизни была старая печь-буржуйка. Уйгуна положила Аяру на шкуры у огня. Первые 12 часов барс не двигался. Уйгуна топила печь так, что стены начали плакать смолой. Она грела воду и по капле вливала ее в пасть зверя, смешивая с растопленным жиром. Вторая ночь. У Аяры начались судороги. Уйгуна, вспомнив наставление матери-знахарки, обложила его мешочками с нагретой солью и всю ночь пела старые якутские песни, баюкая голову хищника на своих коленях. К утру третьего дня барс открыл глаза. В них не было агрессии, только бездонная усталость и странное, почти осознанное узнавание. Шли недели. Аяра, что в переводе с якутского означает «творец» или «дарующий», медленно восстанавливался. Сломанная при падении лапа заживала под лупками, которые Уйгуна искусно наложила, используя бересту и кожаные ремни. Их быт стал тихим танцем выживания. Питание. Уйгуна отдала свои запасы вяленого мяса и рыбы. Когда еда закончилась, она, несмотря на возраст, ставила селки на зайцев в лету неподалеку. Общение, дикий зверь и одинокая женщина
понимали друг друга без слов. Аяра часто клал свою массивную голову на край ее кровати, а Уйгуна рассказывала ему о своей долгой жизни, о муже, ушедшем много лет назад, и о детях, которые уехали в большие города и забыли дорогу к дому. Для мира Аяра был опасным хищником. Для Уйгуны он стал смыслом просыпаться по утрам в ледяной тишине. Его мурчание, похожее на рокот далекого грома, согревало избу лучше любой печи. К середине марта солнце начало задерживаться на горизонте чуть дольше. Аяра окреп. Его мышцы перекатывались под густым мехом, а взгляд все чаще устремлялся в окно, за которым синели далекие горы. Уйгуна понимала, этот гость не домашний кот. Он — дух гор, и его время в мире людей истекало. Однажды вечером, когда метель наконец утихла, к избе подошли другие. Уйгуна почувствовала это кожей. Аяра вскочил, его уши прижались к голове, но хвост не бил по бокам от злости. Он тихо заскулил. Выйдя на порог, Уйгуна увидела в серебристом свете луны огромную тень. Мать-барсиха, неделями искавшая своего котенка по следу, стояла на опушке. Она не нападала. Она ждала. Уйгуна присела перед Аярой, в последний раз коснувшись его густого меха. «Иди», — прошептала она на якутском, — «твой путь лежит выше моих облаков». Барс сделал несколько шагов к лесу, затем остановился и обернулся. Он издал короткий звук, похожий на прощальный вздох, и скрылся в тени деревьев. Прошел год. Уйгуна стала еще слабее, ей было все труднее ходить за дровами. Но каждое полнолуние на пороге ее избы она находила странные подарки. То тушу косули, то свежего зайца. Следов человека рядом не было, только огромные отпечатки кошачьих лап, уходящие глубоко в тайгу. Она больше не была одинока. В самой глубинной сибирской какой-то пиякой глуши родилась легенда о женщине, которая согрела само сердце зимы, и о барсе, который научился помнить доброту. Прошло 3 года. Зима 2024 года выдалась еще более суровой, чем та, что свела Уйгуну и Аяру. Возраст брал свое. Суставы старухи ныли на каждый перепад давления, а зрение подводило, превращая заснеженную тайгу в плывущее белое марево. Она уже не могла ходить в поселок. Связь с миром ограничивалась старым радиоприемником и редкими визитами вертолета МЧС, который раз в полгода сбрасывал мешок крупы и батарейки. Люди внизу считали ее сумасшедшей отшельницей, но Уйгуна знала, она под присмотром. Однажды февральским вечером, когда мороз ударил с такой силой, что бревна избы начали трещать, словно под топором, Уйгуна поняла — дрова кончились. Последнее полено догорало в печи, отдавая жалкие крохи тепла. Попытка выйти в сени закончилась падением. Ноги не послушались, и она тяжело опустилась на холодный пол. Ну вот и все. «Старая», — прошептала она, глядя на гаснущие угли. «Пора к звездам». Она закрыла глаза, погружаясь в тот самый летаргический сон, который дарит холод перед концом. Но тишину прервал не треск мороза, а знакомый царапающий звук у двери. Тяжелый, уверенный. Затем последовал мощный удар в дубовую доску. Дверь, не запертая на засов, распахнулась, впустив облако ледяного пара.
Уйгуна приоткрыла глаза. В дверном проеме стоял гигант. Аяра вырос. Это был уже не тот угловатый подросток, а могучий самец, настоящий властелин высокогорья. Его серебристая шкура лоснилась, а хвост, толщиной с руку взрослого мужчины, мягко ходил из стороны в сторону. Он подошел к ней бесшумно. Его горячее дыхание коснулось щеки Уйгуны, вырываясь из пасти густым паром. Барс не просто пришел навестить, он принес добычу. У порога лежал свежий горный баран. Но Барс видел, что женщина не двигается. Аяра сделал то, что не поддается логике зоологов. Он не ушел. Великий хищник, который обычно избегает человеческого жилья, лег прямо на ледяной пол рядом с Уйгуной. Он прижался своим массивным, пышущим жаром телом к ее худому боку, накрыв ее своим пушистым хвостом, словно самым дорогим меховым одеялом. В ту ночь Уйгуна не замерзла. Она спала, согреваемая живым костром яростной природной силы. Ей снились горы, скалы и бесконечный бег над облаками. Утром, когда первые лучи холодного солнца пробились сквозь иней на окнах, Уйгуна обнаружила, что силы вернулись к ней. Барса уже не было в избе, но дверь была плотно прикрыта снаружи. Каким-то невероятным образом зверь притянул ее лапой. А в очаге лежала охапка сухих веток и щепок, которые он, видимо, выгреб из-под навеса и приволок в пасти. Эта история могла бы остаться легендой, если бы не случай. Весной 2024 года в эти края прибыла международная экспедиция биологов. Они выслеживали редкую популяцию снежных барсерсов, которая, вопреки всем законам природы, мигрировала из Алтайских гор далеко на север Якутии. С помощью дронов с тепловизорами они зафиксировали странную активность вокруг одинокой избы. «Посмотрите на эти кадры», — говорил один из исследователей, указывая на монитор. Крупный самец снежного барса проводит у этого дома больше времени, чем в охотничьих угодьях. Он приносит туда еду. Это невозможно. Когда ученые решились подойти к дому, их встретила Уйгуна. Она выглядела бодрой, несмотря на свои 78 лет. «Он мой сын», — просто сказала она гостям, наливая им чай из трав. «Когда-то я вытащила его из ледяной ямы. Теперь он вытаскивает меня из ямы одиночества». Ученые не верили своим глазам, пока не увидели это сами. В сумерках на скале над домом появился силуэт Аяры. Он не рычал, не проявлял агрессии к людям. Он просто наблюдал, охраняя свою стаю. Уйгуна прожила еще 2 года. Она ушла тихо, во сне, в ту самую ночь, когда над Якутией полыхало самое яркое северное сияние за десятилетия. Говорят, что когда люди из поселка приехали забрать ее, они увидели странную картину. Вокруг дома была вытоптана идеальная тропа, а на крыше сидел огромный снежный барс. Он издал долгий протяжный зов, который подхватило эхо гор, а затем исчез в метели, словно его и не было. Избу Уйгуны никто не занял. Она стоит там и по сей день, медленно врастая в землю. Но охотники говорят, что в самые лютые морозы, если подойти к этому месту, можно почувствовать необъяснимое тепло. А на снегу вокруг старой хижины всегда видны свежие следы огромных лап. Страж гор по-прежнему несет свою вахту.